Путешественники получили еще один отказ в предоставлении статуса беженца и отправились на море в город Ахтопол. На следующий день мы перебрались в соседний город Царево, в котором уже бывали один раз 4 года назад. Хотя тогда мы не дошли до одной из главных достопримечательностей – церкви Успения Богородицы, расположенной на южной окраине в районе Василико. Она была построена чуть более 2 столетий назад, на месте более старого храма. Но современный облик получила в 1895 году, когда ее восстановили спустя несколько десятилетий после сильного пожара, опустошившего город. «11 лет назад у входа в порт Царево появился единственный в своем роде маяк, выполненный в виде 5-метровой женской бронзовой фигуры, созданной по образу и подобию скульптуры фракийской богини, найденной при раскопках одной из гробниц той эпохи. Интересно, что ее лицо могут увидеть только те, кто попадает в город по морю. В Царево немногим более 8 тысяч жителей. Эта цифра могла быть существенно выше. В 2007 году в северной части города началось строительство огромного жилого комплекса, рассчитанного на 2500 человек. Он должен был включать 53 жилых дома, 5-звездочный отель, казино, бассейны, подземные парковки, теннисные корты и пристань для яхт, а также больницу, новое водохранилище и несколько пляжей. Но спустя 2 года бурное строительство остановилось. Какая-то часть из 100 с лишним миллионов евро, которые планировалось вложить в комплекс, оказалась бессмысленно закопана в землю. Те, кто уже успел купить будущие роскошные апартаменты, остались и без денег, и без красивейших видов на море. А основные инвесторы проекта были высланы болгарскими властями из-за предполагаемой связи с организованной преступностью в Россию. Она напоминает о себе и в этом мертвом городе. Когда стемнело, на центральной площади начался концерт Васила Найденова, ставшего звездой еще в 80-х. В последнем из 4 поездов, на которых мы возвращались домой, Миша, как обычно по вечерам, обновил сайт Верховного административного суда, и оказалось, что по его делу о статусе беженца спустя 9 месяцев и 1 неделю после заседания вынесено решение. Правда, какое именно, непонятно. Утро определенности не добавило. В интернете так и не появился текст решения. И если мотивировочную часть могут и не опубликовать из-за наличия в деле секретного документа, то резолютивную все равно ведь должны. Ничего не поменялось и на странице моего дела в областном суде. Отметка о том, что решение вступило в законную силу, не появилась. Так что мне оставалось только пытаться концентрироваться на работе, которой добавилось. Я подключал к своей программе управления рекламой экран под андроидом, предназначенный для установки в транспорте. Ну а когда совсем ничего не получалось, можно было пойти на берег Дуная и поддержать немецкую табачную промышленность, нервно куря в ожидании ответа от адвоката из Софии. И ближе к вечеру от него пришло письмо. Верховный административный суд оставил в силе решение административного суда Руси, который в прошлом году подробно расписал, почему мне необходимо предоставить международную защиту. Теперь документы отправятся в агентство по беженцам, которое в течение 3 месяцев должно исполнить указания суда и выдать мне новое решение. В последний день июля адвокат прислал текст заявления для обжалования в суде отказа, выданного на прошлой неделе Даше агентством по беженцам. В этот раз мои идеи в него не вошли. Адвокат написал намного красивее, указав, что вывод агентства об отсутствии в предоставленных документах новых фактов доказывает лишь незнание с его стороны болгарского законодательства, и напомнил, что его основной задачей по закону о защите беженцев является отнюдь не создание препятствий лицам, ищущим защиту. Даша подала заявление в суд, получив, как полагается, свой экземпляр с входящим номером. Придя домой, я обнаружил, что решение Русинского суда, принятое в мою пользу, стало отображаться как вступившее в силу. Но ощущения праздника, которые я ожидал, если выиграю суд,
напрочь отсутствовали. Скорее наоборот, неопределенность усилилась. Ухудшилась ситуация и со сном. Я мог проснуться часа в 3-4 ночи и хоть как-то пытаться заставлять себя работать, а потом в течение светлого дня лежать и отсыпаться. В понедельник, прямо во время проведения Дашей урока, ей позвонили из суда и сказали подойти за документом. Но вместо ожидаемого судебного акта, дающего право остаться на территории Болгарии до вынесения решения по жалобе, ей вручили распоряжение о необходимости оплатить госпошлину за рассмотрение дела, хотя закон о защите беженцев отдельной статьей прописывает освобождение от любых расходов при обращении в суды. Адвокат прислал текст, в котором суду напоминалось не только об этом, но и о необходимости рассмотреть вопрос о временном разрешении остаться в Болгарии, без которого мы опасались выезжать из города, в том числе и на море. Даша вновь совершила путешествие от дома до административного суда, подала новое заявление, получила входящий номер. И следующим утром пришел ответ. Новое распоряжение о необходимости принести из отдела миграции Министерства внутренних дел справку о том, что она действительно проживает по тому адресу, который указывает. Да, с начала июля у Даши на руках нет ни одного документа, хоть отдаленно напоминающего удостоверение личности. Но начальник миграции объяснил, что проблема не в этом. Агентство по беженцам, которое регистрировало нас в Силистре, указало адрес дома еще так, как он писался в коммунистические времена, и пообещал к понедельнику подготовить справку о том, что тот адрес действительно соответствует современному, по которому мы проживаем. Это обозначало, что и в эти выходные мы останемся дома, вместо того, чтобы поехать на море и посетить рок-фестиваль в Былгарево, как планировали. Повезло, что как раз в августе хозяин квартиры предложил за скидку в арендной плате сделать ремонт, и среди большого количества видов необходимых для этого строительных работ я в том числе закрашивал краску еще, возможно, коммунистических времен современной. Утром в понедельник мы пошли за справкой для суда, в которой отдел миграции, во-первых, сообщил о том, что адресной регистрацией Даши занималось агентство по беженцам, а не он, а во-вторых, что по новой системе адресов, интересно, ей уже 2 или все 3 десятка лет, адрес регистрации действительно соответствует адресу проживания. За справку пришлось по квитанции оплатить около 15 евро. С надеждой на то, что суд в итоге примет решение, по которому агентство по беженцам ответит за все, включая и эти расходы, справку с сопровождающим письмом в 2 экземплярах Даша отдала делопроизводителю. А я среди накопившейся за 3,5 года горы бумаг просто для интереса нашел первоисточник – нотариально заверенную декларацию, с которой и берется адрес при регистрации. И в ней цифрами по белому указано, что дом имеет номер 29, а не просто называется Дунай Б11. Из суда больше не звонили, поэтому в среду мы сами в него пошли для того, чтобы узнать, когда все-таки можно будет получить разрешение на пребывание. А то в отделе миграции нам уже показывали Дашино дело на выдворение, которому не дают ход только потому, что она продолжает добросовестно защищаться в суде. Выяснилось, что Дашина судья в отпуске до 20 августа. С одной стороны, это хорошая новость. Увидев по первому распоряжению о необходимости уплаты госпошлины, что судья знает не все законы, я сильно напрягся. Но оказалось, что не судья, а секретарь. А вот курортный сезон оказался под большим вопросом. Как минимум еще неделю вместо моря у нас будет река. Дунай, конечно, красив, но купаться в нем, к сожалению, нельзя. Ну и выходит, что и в этом году мы не попадем на большой фестиваль Бузлуджа, на котором я уже давно хочу побывать. Подходило время подачи очередной налоговой декларации за Дашу. Когда работаешь не по найму, а на себя, видишь все цифры налогов, которые отдаешь государству. И непроизвольно возникает вопрос, неужели сам оплачиваешь и деятельность, которая ведется с его стороны по поиску хоть какого-нибудь основания заставить тебя отсюда уехать и перестать быть налогоплательщиком?
У Даши вновь возникли проблемы с желудком. Врачи отправили ее в налоговую за справкой о том, что она по-прежнему имеет право к ним обращаться. Несмотря на отсутствие хоть какого-нибудь документа с фотографией, Даше выдали справку о наличии у нее соответствующих прав. И гастроэнтеролог прописал большое количество лекарств, отдельно заметив, что проблемы с желудком возникли на нервной почве. Во второй половине дня 20 августа мы вновь прогулялись до суда в надежде на то, что в первый после отпуска рабочий день у судьи найдется время оформить Даше документ, разрешающий оставаться в стране как минимум до оглашения решения. Но никаких новостей для нас не было. Так что мой давно собранный рюкзак продолжал оставаться на балконе в готовности к любой поездке как только, так сразу. А следующим утром, к моему большому удивлению, суд выдал еще одно распоряжение о необходимости исправления неточностей. На этот раз оказалось, что нужно принести копию заявления от 6 августа, где говорилось как раз о просьбе предоставить разрешение на пребывание для отправки ее в Софию, в агентство по беженцам, которое в течение 3 дней сможет прислать свое мнение по этому вопросу. Если не считать еще потерянного времени, ничего сложного. Очередное посещение купецентра, собственноручная подпись на документе и сопроводительном письме в 2 экземплярах, поездка на лифте до 4 этажа, где в канцелярии суда сверили предоставленную копию с хранящимся в электронной системе оригиналом и приняли ее. На следующее утро Даша наконец получила определение суда о том, что ее заявление принято, делу дан ход, и 4 сентября состоится открытое заседание, в повестке на которое весьма цинично выглядела просьба взять с собой документ, удостоверяющий личность. О разрешении на пребывание ни слова, а значит, очередные выходные мы никуда не едем. Даша открыла побольше времени для уроков. Хорошо работать на себя, сам решаешь, сколько трудиться и сколько отдыхать. А я продолжил заниматься ремонтом квартиры. Сэкономленные на аренде деньги тоже вполне можно считать заработком. Да и самим станет заметно приятнее жить в более яркой и свежей квартире. Вплоть до вечера следующей пятницы мы ждали звонка из суда. Но телефон молчал, а значит и последние выходные лета останутся без моря. И, видимо, минимум до 4 сентября, когда назначено заседание, мы останемся в городе. Ну то есть появилась хоть какая-то определенность. А значит, вполне можно было приготовить еду на несколько дней вперед. В следующем выпуске путешественники побывают на празднике арбузного варенья и посетят 13-е по счету на двоих судебное заседание.